Лес замирает. Ветки перестают раскачиваться. Пение птиц обрывается, как будто оборвалась линия электропередачи. В тишине среди деревьев раздается рычание. И в этот момент рейнджер Мейсон видит медведя. Изображение с дрона дрожит, подпрыгивая от турбулентности. Тепловизор фиксирует тепловую характеристику человеческого роста у подножия оврага. Мейсон наклоняется. И снова его сердце замирает. Ребенок, маленький, неподвижный, но живой. «Это она», — бормочет он. «Это Амелия». Но затем в кадре появляется что-то еще. Вторая фигура, огромная, неповоротливая, безошибочно узнаваемая, очертания гризли. У команды перехватывает дыхание. Гризли стоит над ней, не проходит мимо, не находится поблизости, стоит неподвижно, наблюдая за деревьями. И Амелия не двигается. Мейсон не ждет. Он включает передачу и мчится вниз по склону, такому крутому, что шины едва выдерживают. Ветки хлещут по ветровому стеклу. Ветка ранит его по щеке. Не имеет значения. Он заперт внутри. Это ребенок, а это хищник. И он не позволит этому закончиться так, как они все боятся. К тому времени, как он добирается до поляны, уже темнеет. Солнечный свет пробивается неровными лучами сквозь кроны деревьев. И в воздухе пахнет соснами, грязью и опасностью. Он выходит из машины медленно, тихо, размеренно, и тут он видит это. Дрон не солгал. Амелия там, перепачканная грязью, заплаканная, ее маленькие ручки обхватили колени, глаза опухли, она дрожит. Но она не одна. Менее чем в 6 футах от него гризли стоит неподвижно, тяжело дыша, прижав уши, расправив плечи. Он даже не смотрит на Мейсона. Его взгляд устремлен куда-то в сторону. В этот момент раздается рычание. Низкое, громоподобное, исходящее не от медведя, а от чего-то другого. Из-за деревьев. Мейсон замирает. Медведь делает шаг вперед, закрывая Амелию своим телом. Раздается еще один звук. Резкий выдох, в тени шуршат кусты, а затем ничто, что бы ни наблюдало, исчезает. Каменщик. Мейсон медленно поднимает руки, не сводя глаз с медведя. «Все в порядке», — шепчет он. «Я здесь не для того, чтобы причинить ей боль». Медведь слегка поворачивает голову. Секунда, 2. Затем он отступает. Не в страхе, не в отступлении, а как будто удовлетворенный. Он ныряет за деревья и исчезает. Амелия поднимает голову, моргает. Ее голос хриплый. По ее словам, он рычал на ту, другую, не вы, тоже. Мейсон приседает рядом с ней, пульс все еще отдаётся в его ушах. Он ничего не говорит. Ему это и не нужно, потому что в глубине души он знает, что только что произошло. Этот медведь нашел ее не случайно. Он не охотился. Он стоял на страже. И что бы ни преследовало ту девушку в лесу, медведь спугнул его. Кадры получаются четче, чем кто-либо ожидал. Слишком четкие,
без размытий, без сбоев, только правда. И никто к этому не готов. Даже Мейсон. В штаб-квартире рейнджеров царит напряженная атмосфера. Амелия в безопасности спит на запасной койке, завернувшись в одеяло. Но Мейсон не радуется. Его взгляд прикован к монитору беспилотника, пока запись перематывается к началу. Ему нужно увидеть это снова. Кадр за кадром. Рамка. Сначала это просто деревья, далекий изгиб реки, затем движение. Маленькое, торопливое. Детский бег босиком. Ее розовая курточка мелькает на фоне зелени. Амелия бежит. Она спотыкается, ползет, оглядывается. Тепловизор мигает. Затем появляется другая фигура. Мейсон наклоняется. «Пауза», — говорит он. Оператор замораживает кадр. За ней крадется второй тепловой след, длиннее, ниже, двигаясь плавно, как шелк, горный лев. Он преследует ее, сначала просто следует за ней, затем приседает. На неподвижном кадре видно все. Тело медведя, прикрывающее девушку, пума отступает, в грязи видны когти. Никто не произносит ни слова. Оператор дрона с трудом сглатывает. Слово. Этот медведь спас ее. Да, бормочет Мейсон. Так и было. Но он еще не закончил. Он просматривает запись с камеры наблюдения, сделанную во время операции по спасению. Звук слабый, но он улавливает слова Амелии. Она что-то бормочет на поляне. Голос тихий и хриплый. Он не хотел, чтобы тот, другой, прикасался ко мне. Он зарычал, и оно убежало. Мейсон медленно и ровно выдыхает. Что-то здесь не так. Не со львом, не с медведем, не с выбором времени. Почему медведь вообще оказался там? Он заходит в базу данных дикой природы, вводит номер метки, сверяется с данными тепловизионного сканирования. Гризли известен. Зарегистрирован много лет назад. Срок действия метки истек. Но есть записка «Спасен детенышем». Осиротевший, освобожден после реабилитации. Местонахождение — сектор Сапфир-Ридж. Его глаза сужаются. Это имя матери Амелии в досье реабилитационной команды. Хорошо. Она работала там до того, как уехала. Она помогала растить этого медведя, и теперь ее дочь жива благодаря этому. Мейсон не может уснуть. Не с этим запечатленным в его мозгу кадром, в котором ребенок, хищник и медведь решают вмешаться. Этого не должно было случиться, но это случилось. На следующее утро в лесу снова тихо. Но мысли Мейсона не такие. Он заходит в региональную базу данных о дикой природе глубже, чем в общедоступную. Оно. Он знает, как обойти фильтры. Он достаточно долго проработал рейнджером. Он использует старый жетон Гризли. Запись скудная, основные медицинские данные, координаты выписки, отсканированный бланк приема. И тут что-то привлекает его внимание. На связанном файле стоит красный флажок. Только для внутреннего использования. Требуется доступ рейнджера. Он нажимает. Загрузка занимает минуту.
Когда это происходит, заголовок звучит так: «Инцидент с необычным поведением, 14 А. Отчет 8-летней давности». Ребенок пропал во время школьной экскурсии недалеко от Сапфир-Ридж. Погода была ненастная. Были обнаружены следы. Кровь тоже. Но ребенка не было. Только шерсть и следы когтей. Медведь тут при чем? БР-417. В заметках говорится, что было замечено, как он несколько раз кружил по району, рыча на деревья, в сильном возбуждении. Рейнджеры предположили, что он подобрал ребенка после нападения хищника, но тела не было. Причина не подтверждена. Файл заканчивается предложением, выделенным жирным шрифтом. Медведь проявлял признаки защитного поведения, прежде чем рассеяться. Мейсон захлопывает ноутбук. Мы не должны были давать им имен, но я назвал его тенью, потому что он повсюду следовал за мной. Мейсон поднимает голову. Амелия говорит, что он зарычал на тень в лесу. Она пристально смотрит на него. Тишина. Затем послышался шепот. Он вспомнил. Потрескивает рация. Подразделение рейнджеров, дислоцированное в 5 милях к северу, сообщает, что снова замечена пума. Агрессивная, двигается быстро, не отступает от людей. Руки. Мейсон ухватился за подоконник. Это еще не закончено. Но теперь у него есть теория. Этот медведь не просто бродит, он выслеживает что-то, закономерность хищника, и он уже вмешивался раньше. Он открывает карту, указывает на участок 14 А, определяет местоположение Амелии, проводит линию. В нем упоминаются еще 2 закрытых дела, оба нераскрытых исчезновения, тот же регион, тот же хищник, но на этот раз победил медведь. Он смотрит в окно, вглядываясь в темную линию деревьев. Где-то там БР-417 тень все еще наблюдает, не охотится, не прячется, а просто ждет, потому что горный лев еще не ушел, пока нет. И медведь тоже. В лесу не чувствуется тишины. Кажется, что за ним наблюдают. Оно. Как будто что-то поджидает, не прячась, а охотясь. Мейсон появляется с первыми лучами солнца. Он не рассказывает об этом остальным, не записывает маршрут. Это неофициально, это личное. На карте, которую он держит в руке, отмечены все случаи пропажи детей в районе Сапфирового хребта. И все они ведут сюда, в ущелье, к тому месту, где была найдена Амелия, к тому месту, где обосновался медведь. Он двигается медленно, ступает мягко. Рука у ракетницы на бедре. Его глаза осматривают верхушки деревьев. Подлесок. Воздух кажется густым, влажным и каким-то неправильным. Птицы молчат. Ни шороха, ни ветра. Затем следы. Не голые. Категория. Широкие подушечки. Широким шагом. Острые вмятины в грязи, оставленные когтями. Мейсон приседает и проводит по ним перчаткой. Свежий. Ему меньше суток. Он идет по следу. Он петляет между валунами, проскальзывает сквозь узкую полосу деревьев и оказывается на небольшой поляне. Он видит это раньше, чем слышит.
Туша. Олень, наполовину съеденный, втянутый, частично зарыт в листья. Тайник. Классическое поведение горного льва. Но его останавливает не это. Все дело в отметине рядом с ним. Крупный отпечаток, слишком широкий для кошки, слишком округлый. Медведь побывал здесь. Там. Мейсон поднимается, сердце его бешено колотится. Хищник и защитник кружат по одной и той же площадке, и тут он слышит это. Низкий, хриплый, рычание. Не позади него, выше. Он поворачивается как раз вовремя, чтобы увидеть, как с гребня горы на него прыгает размытое пятно загорелых мышц и зубов. Пума бросается прямо на него. Мейсон едва успевает увернуться, продираясь сквозь папоротники и корни. Он сильно ударяется о землю. Пума приземляется там, где он стоял несколько секунд назад, рыча и сверкая глазами. Мейсон нащупывает ракетницу, но слишком медленно. Лев опускается, готовый снова наброситься. И тут рев раздается надвое, более глубокий, громкий, окончательный. Гризли врезается в льва сбоку, как товарный поезд. В воздух взметывается пыль, раздираются когти, щелкают челюсти. Два хищника сталкиваются в неистовстве меха и звуков. Мейсон отползает назад, когда лес вокруг него вздымается. Горный лев яростно отбивается и наносит удар по плечу медведя. Гризли снова рычит, встает на дыбы и с грохотом падает на землю. Кот вырывается и исчезает среди деревьев, воя, прихрамывая, уходит. Тишина. Медведь тяжело дышит, истекая кровью, но все еще стоит на ногах. Он поворачивается к Мейсону. Рейнджер не двигается, не моргает. Темный. Медведь смотрит на него темными, спокойными глазами. Затем, словно удовлетворившись, он уходит в лес и беззвучно исчезает. Мейсон застывает на месте, дыхание прерывистое, сердце бешено колотится. Он не знает, как долго пробудет там. Минут. А может, и больше. Но когда он, наконец, встает, то шепчет себе под нос одно слово — тень. Потому что, что бы ни происходило в этом лесу, с медведем еще не покончено, как и с ним самим. Кадры распространяются прежде, чем Мейсон успевает их остановить. Кадры с беспилотника. Кадры, рев. К тому времени, когда он возвращается с хребта, об этом уже говорят повсюду, и никто не верит в это, пока не увидит собственными глазами. Национальные новостные агентства сообщают об этом в течение нескольких часов. Медведь спасает ребенка от горного льва. Это происходит мгновенно. Эксперты по дикой природе оценивают ситуацию. Мужчины, одни называют это инстинктом, другие — аномалией. Но Мейсон знает лучше. Амелия тоже так считает. Мир видит, как дикое животное ведет себя несвойственно своему характеру. Мейсон видит сдержанное обещание, черту, проведенную между деревьями. Амелии стало лучше, она теперь спит по ночам и снова рисует. Она приносит Мейсону один из своих набросков, сделанных карандашом на бумаге. Маленькая девочка, стоящая в лесу. Позади нее медведь, высокий, гордый.
Между ними лес и желтоглазая тень среди деревьев. «Он был моим медведем», — тихо говорит она. «Но он не был моим первым, не так ли?» Мейсон с трудом сглатывает. Номер. Когда-то он принадлежал кому-то другому. Он снова встречается с матерью Амелии. Они сидят на станции рейнджеров, просматривая архивы реабилитационного центра многолетней давности. Она достает старую фотографию, зернистую, выцветшую. Детеныш. Его шерсть взъерошена, глаза широко раскрыты. Он свернулся калачиком рядом с подростком-волонтером. «Это он», — говорит она. «Это тень». Они опубликовали фотографию в интернете. История о медвежонке, когда-то выросшем человеческими руками, а теперь ставшим взрослым стражем дикой природы, разлетелась по всему миру. Публика влюбляется не в рейнджера, не в спасателя, а в медведицу, которая решила защитить ребенка от того, чего она даже не ожидала. Движущийся. И тут происходит нечто неожиданное. 3 дня спустя вторая команда беспилотников, обследующая горный хребет, отправляет Мейсону стоп-кадр. Сейчас ночь, опушка леса. Что-то большое сидит на границе деревьев. Гризли. Он не приближается к лагерю рейнджеров. Он просто сидит некоторое время, затем снова исчезает. Как будто проверяет, наблюдает, выжидает. Вещь. Мейсон долго смотрит на фотографию, затем распечатывает ее и прикрепляет рядом с первой. На одной еще ребенок рядом с медведем, на другой медведь один в темноте. Он звонит в местный совет по охране дикой природы, но не для того, чтобы пометить шедоу, посадить его в ошейник или клетку, а чтобы попросить о чем-нибудь простом. Позвольте ему быть. Позвольте ему прожить свою жизнь без камер, без захвата, без вмешательства, без внешнего вида, потому что кем бы он ни был, что бы это ни было, это что-то редкое, что-то настоящее. Он устанавливает новый указатель на тропе Сапфир-Ридж. Всего одно предложение. В честь БР-418, хранителя хребта. Больше никто не должен понимать. Им просто нужно помнить. Амелия приезжает сюда раз в год со своей мамой. Она приносит яблоки. Иногда они исчезают к утру. Иногда они все еще там, нетронутые. Но однажды осенним вечером она находит в грязи отпечаток лапы. Широкий, глубокий, свежий. Она опускается на колени рядом с ним, улыбаясь. Она говорит, что он все еще там. И Мейсон, стоящий у нее за спиной, кивает. «Да, это так. Ты почувствовал это? Тяжесть в груди, когда медведь шагнул вперед. Тот момент, когда хищник стал защитником. У природы свои законы. Но иногда что-то прорывается наружу, что-то более древнее, что-то более глубокое. Маленькая девочка ушла в лес и вернулась с историей, в которую никто не поверил. Пока они этого не увидели. Пока мы этого не увидели. И где-то там по-прежнему бродит медведь. Не в качестве предупреждения, а как страж. Если вас тронула эта история, поставьте лайк, прокомментируйте, поделитесь и не забудьте подписаться.